Всем привет! Как всегда, новое видео по понедельникам. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на бубенчики. Нам всем это нужно. Популярность канала зависит от того, как вы на него реагируете. И, соответственно, чем больше вас, тем канал лучше развивается. И это стимулирует меня записывать новые видео. Итак, сегодня я хотел поговорить и дать вам несколько советов, моих топ-5 советов о том, как, собственно, оформить свою комнату под студию звукозаписи, под контрольную комнату. Это то помещение, где вы сводите. Большинство из вас сводит там же, где и живет, а это всегда прямоугольная комната, и вы не будете строить себе отдельную студию, отдельное помещение, а если будете, то об этом я поговорю в конце. О том, собственно, как оформить акустику уже более профессиональной студии. А сейчас мы давайте поговорим, как подготовить комнату для того, чтобы вы могли адекватно оценивать то, что вы делаете, и чтобы была хорошая совместимость по прослушиванию потом вашего результата на других носителях и в других помещениях. Первое. В 9 случаях из 10 у вас есть прямоугольная комната. Правило номер 1. В любой прямоугольной комнате у вас есть 4 точки, которые будут оптимально, в лучшем варианте, подходить для того, чтобы там находилась ваша голова. Эта точка называется sweet spot, и ваша голова должна находиться в ней. Как расположена эта точка? Первое. У вас в любом прямоугольном помещении есть длина, ширина и высота. Идеальное место для вашей головы – это когда ваша голова находится на 38% по всем 3 измерениям от общей длины. По длине комнаты 38%, по ширине 38%. И, соответственно, у вас есть 4 точки, не регулируя их по высоте, хотя это тоже нужно учитывать. Да? Это 38% по ширине и 38% по длине комнаты. И по высоте. Соответственно, 1, 2, 3, 4 – это оптимальное место для вашей головы. Второе. Как расположить мониторы? Если у вас не очень большая комната, но не больше 20-15 метров, то использовать мониторы среднего поля 8 дюймов и больше я вам вообще не рекомендую. Для таких мониторов нужна уже подготовленная комната. Если у вас не подготовленная комната, то ваш предел для этой комнаты это 7 дюймов. Но не рассматриваем, допустим, 3 дюйма, то есть это 5, 6 и 7 дюймов. Вот это мониторы ближнего поля, которые должны быть расположены от вашей головы ровно на 1 метр до монитора. Расстояние между мониторами должно быть тоже не больше 1 метра. Как только вы уходите из зоны 1 метр, 1,2, наверное, это предел, да? Если вы выходите за пределы этой зоны, 2 варианта. Первое. Вы начинаете слышать комнату лучше, чем свои мониторы. И, соответственно, комната будет влиять на вас и влиять на ваше восприятие. Второе. Ширина стереобазы. Если вы ставите мониторы уже 1 метра, у вас получается очень узкая стереобаза, и, соответственно, ваши миксы вы будете делать шире, чем они должны быть. И на других мониторах они будут звучать и расползаться по краям. Второй вариант. У вас очень широкая стереобаза, больше 1,2 метра, допустим, 1,5-2. У вас получится так, что у вас центр исчезнет, центр провалится, и, соответственно, вы будете делать миксы уже, а центр вы будете проваливать. И, соответственно, кик, снейр, вокал у вас будут звучать неправильно, и они будут звучать тише, чем они потом будут звучать где-либо. Поэтому, неважно, куда повернуты мониторы, они могут быть повернуты по рисунку вверх, вниз, влево, вправо, под углом, неважно как. Важно, чтобы между ними и между вами было ровно 1 метр.
Оговорка. 1-1,2 метра. Но это всегда должен быть равнобедренный треугольник. Третий момент. Предположим, вы уже нашли свою контрольную точку, расположились с мониторами, выдержали 1 метр, и это выглядит у вас вот так. Что важно при прослушивании? При прослушивании ранние отражения смешиваются с прямым сигналом и начинают влиять на него. И вы слышите ранние отражения, воспринимая их как источник от мониторов. А на самом деле это звучание вашей комнаты. Поэтому вам нужно максимально избавиться от ранних отражений. Для того, чтобы избавиться от ранних отражений, вам нужно заглушить, по крайней мере, 4 поверхности. Первая. Слева, справа. Сзади мониторов и у вас над головой. Обозначим это вот так. В каких-то случаях ковролин на пол тоже спасает от этого. Толщина вот этих заглушек, не надо за ней сильно гоняться. Достаточно 5 сантиметров, достаточно. То есть акустический поролон или любая минеральная вата толщиной 5 сантиметров даст вам возможность, по крайней мере, ограничить ранние отражения до где-то там до 1,5–2 кГц. И этого будет достаточно. Не нужно затыкать всю комнату ватой, забивать все поверхности. Если комната достаточно маленькая, то вам может понадобиться еще заглушка сзади. Если комната больше 20 метров, вот это уже не играет роли. Поздние отражения создают, наоборот, естественное звучание ваших миксов и вашего мониторинга. Потому что никто не слушает музыку, обложившись подушками. Соответственно, ваша студия и ваши миксы вы должны проверять на такой акустике, на которой будут слушать потом большинство людей. Поэтому затычки – это тоже хороший мониторинг для того, чтобы проверить совместимость вашего микса. Но, в принципе, речь идет о ранних отражениях и не больше. Поздние отражения, наоборот, придают естественное звучание. Итак, это было топ-3 из 5. Последние 2 совета, они больше относятся к людям, которые, собственно, готовы потратиться и построить отдельное помещение для вашей контрольной комнаты. Предположим, у вас еще нет комнаты, и вы только ее выбираете или собираетесь строить. Да? Если у вас есть такая возможность изначально построить комнату, которая будет хороша для контрольной точки, для контрольного прослушивания, то первая рекомендация – это нужно соблюсти правило золотого сечения. Золотое сечение для студий – это когда все стороны, это длина, ширина и высота, соотносятся друг к другу как 3, 4, 5. Правило номер 4. Что оно означает? Это не значит, что у вас должна быть комната шириной 3 метра, длиной 4 метра, а с высотой потолков 5 метров. Нет, абсолютно ни при чем. Неважно даже какое измерение у вас будет там 3 метра, а какое будет 5 метров. У вас может быть 5-метровые потолки, а может быть 5-метровая длина комнаты, или, ширина, соответственно, 5 метров не может быть, да, потому что она сразу становится длиной. Второе важное понимание. Неважно, какие именно цифры вот здесь находятся. То есть это может быть 3, 4, 5. Это может быть 6, 8, 10. Это может быть 1,5, 2, 2,5. Суть в том, чтобы соотношение сторон соответствовало соотношению, как 3 относится к 4, а 4 относится к 5. Вот. И все остальное не важно. Не важно, длина у вас как 3 или ширина как 3. Это не играет роли. Важно, чтобы пропорции соблюдались. Абсолютно точного соблюдения пропорций тоже не требуется. То есть это несколько условная, приблизительная цифра. Плюс-минус 20%
вполне пригодно для того, чтобы быть контрольной комнатой и соблюсти золотое сечение. Плюс-минус 20%. И последний, пятый совет. Если вы строите студию, и у вас есть возможность спроектировать комнату, есть одно правило. Первое. Избегайте прямых углов и избегайте параллельных плоскостей. То есть идеальная студия там, где нет параллельных плоскостей и нет прямых углов, и желательно, чтобы все углы были тупыми. Да? Ну, то есть примерно так. Итак, нет прямым углам и нет параллельным плоскостям. Это даст вам возможность выбрать контрольную точку в центре комнаты так, как это вам удобно. Ну, например, делаем так, 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 так. Дальше так. Дальше вот так. Дальше вот так. И дальше вот так. Ну, вот так, например, да? Почти, ну не почти, а все углы тупые, а параллельных плоскостей нет. Это идеальная студия. Садитесь в центр, ставите мониторы ближнего поля, дальнего поля или среднего поля и получаете отличную контрольную комнату. Итак, топ-5 моих советов. Первое. Правило 38%. Второе. Расположение мониторов в равнобедренном треугольнике для ближнего поля 1, 1,2 метра. Третье. Избегайте ранних отражений. Четвертое. Постарайтесь, если есть возможность, соблюсти правило золотого сечения. И пятое, последнее. Избегайте параллельных плоскостей и избегайте прямых углов. И у вас будет отличная контрольная комната. Абсолютно уверен, что вот эти 5 советов помогут вам правильно поставить свою студию, правильно собрать акустику вашего, оформить акустику вашего помещения и сделать хорошие миксы. Всем пока!